Вязать буду этими нитками. Это полушерсть, производство Турции. Метраж в 100 граммах 300 метров. Для шапочки ребенку они тонкие, поэтому буду вязать в 2 нити. Набираю 96 петель плюс 2 краевые. Вязать шапочку буду сзади со швом. Набираю петли эластичным методом набора. Как набрать таким методом? Есть мастер-класс на канале. Ссылка под этим видео. Вяжу узором резинка 1 на 1. Первую петлю снимаю. 1 лицевая. 1 изнаночная. 1 лицевая и 1 изнаночная. Последнюю петлю в ряду провязываю изнаночной петлей. Повернула вязание. Снимаю первую петлю и на другой стороне вяжу по рисунку. Над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная. В конце ряда изнаночная петля. Так провязываю 7 сантиметров. В моем случае это 19 рядов. Провязала 7 сантиметров. Теперь буду делать отворот шапки. На загибе отворота буду вязать так. Где лицевая, вяжу изнаночную. Где изнаночная, лицевую. Изнаночная над лицевой петлей. Лицевая над изнаночной петлей. В этом ряду шапочка будет перегибаться. Следующий ряд и все последующие ряды вяжу по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. После такого фиксированного отворота продолжаю вязать резинку 1 на 1, но она будет смещенная. Вяжу отворот на 1 сантиметр меньше резинки. В последнем ряду вяжу лицевыми петлями. Делаю прибавку петель, чтобы узор не стянул шапочку. Прибавляю петли таким образом, чтобы избежать дырок. Провязала 4 петли. Приподнимаю указательный палец с накинутой нитью, ввожу правую спицу за эту нить, захватываю другую нить и формирую петлю. С указательного пальца одеваю ее на спицу и затягиваю эту новую петлю на правой спице. Провязала 4 петли опять. И опять добавила 1 петлю. Так добавляю по всему ряду. В конце ряда добавляю 1 петлю перед краевой. Всего надо добавить 24 петли. На спицах у меня должно быть 120 петель плюс 2 краевые. Обязательно должно быть кратное 8. Вязание поворачиваю и провязываю следующий ряд изнаночными петлями. Это будет изнаночная сторона работы.
общая высота в развернутом виде резинки до узора у меня получилась 13,5 сантиметров. Перехожу вязать узор. 2 изнаночные петли. Дальше коса 3 на 3. 3 петли снимаю на дополнительную спицу. Оставляю их перед работой. Провязываю следующие 3 петли лицевой. Возвращаю 3 снятые петли на левую спицу. И с левой спицы провязываю их тоже лицевой. Начинаем заново. 2 изнаночные. Так вяжу до конца ряда. В конце ряда 3 петли снимаю на дополнительную спицу, оставляю их перед работой, 3 лицевые, провязываю ранее снятые петли лицевыми. В этом узоре надо перекрестить 6 петель справа налево. Первый ряд связала. Второй ряд вяжу по узору. 6 изнаночных. Две лицевых и так далее. Все четные ряды вяжутся по рисунку. Третий ряд. Лицевая сторона. Первую кромочную петлю снимаю, 2 изнаночные, 6 лицевых. Так вяжу по рисунку до конца ряда. В конце ряда провязываю изнаночную петлю, как всегда. Четвертый ряд. Изнаночная сторона работы. Вяжу по узору 6 изнаночных, две лицевые. Получается вот такой уже узор. Пятый ряд вяжем как третий. 2 изнаночные. Вяжем его по рисунку. 6 лицевых. И так до конца ряда. Это лицевой ряд.
Шестой изнаночный ряд. Вяжу также по рисунку. 6 изнаночных, 2 лицевые. И так до конца ряда. Седьмой ряд повторяем узор с первого ряда. Первую петлю снимаем, 2 изнаночные. Перекрестим влево 6 петель. 3 петли снимаем. Три петли провязываем лицевой. Снятые петли с дополнительной спицы переодеваем на левую рабочую спицу и провязываем их лицевой. Таким образом перекрестили влево 6 петель. Дальше по ряду повторяем. На узор косы расход пряжи большой. Следующий ряд, 8 ряд, вяжу как второй ряд. Глубина шапки 18 сантиметров. Отворот надо загнуть и тогда померить. Провязала 18 сантиметров от начала отворота шапки. Приступаю к формированию донышка шапки. Первый ряд убавки. Этот ряд вяжу по 2 петли вместе лицевой за заднюю полупетлю. Первую петлю не снимала. Опять 2 петли вместе. В конце ряда провяжу 2 петли вместе. На спице у меня будет 61 петля. Половина тех, которые я набирала после резинки. Работа над шапочкой подходит до конца. Поворачиваю вязание и вяжу без убавления изнаночными петлями. Макушку вяжу лицевой гладью. Опять повернула вязание на следующий третий ряд и вяжу по 2 петли вместе, лицевой. Так провязываю весь ряд. Так как у меня на спицах нечетное количество петель, поэтому в конце ряда провязываю 1 лицевую. Поворачиваю вязание и вяжу 4-й ряд убавки. Первую петлю снимаю, все в этом ряду изнаночные петли. Последняя петля также изнаночная. Теперь у меня 31 петля. 5-й ряд. Вязание повернула. Провязываю по 2 петли вместе лицевой
за заднюю стенку. Поворачиваю вязание и еще ряд провязываю изнаночными петлями. В следующем ряду последний раз делаю убавление, провязываю по 2 петли вместе. Осталось 8 петель. Беру крючок и стягиваю их. Хорошо закрепляю нить. Вот я и сделала донышко шапочки. Теперь надо соединить 2 стороны шапки. Беру трикотажную иглу и в одну ниточку сшиваю 2 стороны с лицевой стороны шапочки. Половина отворота получится, что буду сшивать с изнаночной стороны, потом вытягиваю нить на другую сторону и соединяю уже с другой стороны. Шов практически не видно. Пришла очередь вязать ушки. 98 петель разделю на 5 частей. На задней части, там где шов, отмечаю по 9 петель с двух сторон. 18 петель пойдет на затылок, по 20 петель на 2 ушка, наперед 40 петель. Поднимаю лицевые петли ушка. Должно быть на спице 20 петель. Беру нить в 2 сложения, как вязала шапочку. Первый ряд, первая лицевая петля. Остальные петли тоже лицевые. Последняя петля в ряду изнаночная. Вязание повернула. Второй ряд изнаночный ряд. Первую петлю снимаем. Все остальные петли в ряду провязываем изнаночными петлями.
С третьего ряда начинаю делать убавки. Первую петлю снимаю. Далее провязываю 2 лицевых вместе с наклоном влево. С наклоном влево провязывается за заднюю стенку полупетли. Весь ряд вяжу лицевыми, не довязывая до конца 3 петли. 2 петли снимаю. Потом эти 2 петли провязываю с наклоном вправо за переднюю полупетлю. Последняя петля изнаночная. Четвертый ряд – это изнаночный ряд. Вяжу весь ряд изнаночными петлями. Первую петлю, как обычно, сняла. Теперь вяжу лицевой ряд. Первую петлю снимаю, убавка с наклоном влево, провязываю 2 лицевой за заднюю стенку. Лицевые петли до конца ряда. Не довязываю 3 петли. 2 петли вместе с наклоном вправо. Последняя изнаночная петля. Поворачиваю вязание. Изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями. Убавляю в лицевых рядах до тех пор, пока не останется 3 петли. Связала шнур-завязку 28 сантиметров. Закрываю петли. Как вязать такой шнур, вы можете увидеть по ссылке под этим видео. Точно так же вяжу и второе ушко. До свидания и до встречи на канале.